Есть у меня видео о псевдопартизанском Солонянском отряде НКВД, но оставалось у меня там белое пятно – биография командира этого отряда Карпа Волобуева. На тот момент информации о нем не хватало. Что это был за человек, откуда он такой взялся. И потом, когда я делала видео о таком же новомосковском псевдопартизанском отряде НКВД под руководством Жученко, то поняла, насколько разными были эти два коммуниста и не в пользу последнего. И вот, наконец, я нашла биографию Волобуева и хочу здесь ее выложить. Не то, чтобы биография была какая-то необыкновенная, может, даже обычная для партийного карьериста тех времен. Но мы здесь не одни только факты выкладываем. Мы пытаемся понять поведение наших предков в экстремальных условиях, в которые их ставила жизнь. Мы хотим учиться на их ошибках и не повторять их. Собственно, для этого история предназначена. Поэтому Карпо Волобуев и помещается в плейлист «Галерея сложных судеб», что завершилась его биография необычно для партийного карьериста тех времен. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Итак, Волобуев Карпо Родионович родился в 1903 году в селе Залищики. Сейчас это Тернопольская область, а тогда принадлежала Австрийской империи. Несмотря на свою фамилию, в анкете он указывал национальность украинец, а родной язык украинский. Родители его работали в наймах, своей земли, видимо, не имели. Отец умер в 1914-м, и семья на каком-то этапе переехала на Запорожье. И Карпо свою трудовую деятельность начал очень рано, в возрасте 14 лет. Он пошел кочегарить на маслозавод в селе Любыцкое Александровского уезда Екатеринославской губернии. Надо сказать, что труд кочегара был каторжным. Мало того, что кочегар должен был обладать выносливостью и физической силой, потому что его главной обязанностью было загружать полные лопаты угля в топку. Он должен был еще вовремя уворачиваться от выброса пара или от вылетевшего из топки горящего угля. Кочегары трудились, не разгибая спины, по много часов. И не только кидать уголь в топку, но и чистить ее, добавлять воду в котел, разжигать огонь, чистить поддувало от золы. Из этого делаем вывод, что Карпо Волобуев был парнем физически крепким и выносливым, недоходяга какой-то. В отличие от наших героев-повстанцев, видимо, колебаний, за кого воевать в период вызвольных змагань, у рабочего Карпа не возникало. И в 1919-м, то есть 16-летним мальчишкой, он мобилизовался в Красную армию и служил там 2 года красноармейцем 3-го кавалерийского полка 46-й стрелковой дивизии. Там же он вступает в комсомол. А в голодный 1921 и мать его умерла, и Карпо вернулся в Любыцкое полным сиротой и какое-то время продолжал кочегарить на том же маслозаводе, а потом нашел работу полегче – смазчиком мельницы сельпотребтоварищества. В 1925-м Волобуев становится курсантом полковой школы 3-го полка Запорожской Червоного казачества дивизии. Это была кавалерийская дивизия сухопутных войск Красной армии. Они существовали с 1922 по 1938 год. Дивизия эта базировалась преимущественно в городе Проскурове. Там же в Проскурове Волобуева приняли кандидатом в члены ВКПБУ. В феврале 27-го, а в августе 27-го он уже возвращается в свое Любыцкое и продолжает там трудиться на своей непыльной работе, смазывать мельницу в сельпотребтовариществе. И вот в феврале 28-го, наконец, лояльной советской власти и блестящая рабочая красноармейская биография приносят первые плоды. Карпа Волобуева назначают председателем сельрабочкома в Капани, а через месяц Новониколаевский райком торжественно принимает его в члены ВКПБУ. Рабочком – это рабочий комитет, который заменял в СССР профсоюзную организацию. Работа эта живая, организационная, все идет как по маслу, но образования-то у парня все-таки не хватает. До этого все были какие-то военные курсы, и в августе Волобуев едет в город Орихів, чтобы получить единственное нужное образование для советского карьериста. Он становится курсантом совпартшколы.
Большевики, кстати, умели ковать кадры. Они промывали головы своим сторонникам еще до 1917-го во всяких марксистских кружках, а после Октябрьского переворота понасоздавали бесчисленные курсы школы советской партийной работы. И отбор там был строжайший. Абы кого в совпартшколы не посылали, а только тех, кто прошел чистки. Биографии абитуриентов изучали под микроскопом, а биография Карпа-Волобуева была идеальная. Из семьи рабочих, сам кочегар и смазчик, в Красной армии с 16 лет не подкопаешься. И принимали в совпартшколы по рекомендации партийных комитетов и членов КПСС. И только тех рабочих и колхозников, которые активно проявили себя в общественно-политической жизни. И кого же школа готовила? А готовила советско-партийная школа самые нужные кадры пропагандистских работников сельских районов. Выпускники получали среднее партийно-политическое образование и специальность организатора. И учился в этой школе Волобуев аж 2 года. И в мае 1931-го его направляют в Магдалиновку, и отсюда начинается его партийная карьера. В биографии пишут, что Магдалиновка – Днепропетровская область, хотя Магдалиновка была и в Ореховском районе. Но, может, даже и Днепропетровская, потому что это был тогда районный центр. Как бы там ни было, карьеру партийного работника Волобуев начинает в Магдалиновке как раз пропагандистом райкома КПБУ. А, может, вы, святой отец, партийный? Может быть. Ах, может быть. Почему Ипполит Матвеевич напирает на партийность отца Федора? А потому что для советского человека самая выгодная профессия в СССР – это была должность в партийной номенклатуре. Работа пропагандиста – это первая ступенька, на ней надо себя проявить. Штатный пропагандист имел массу обязанностей. Он курировал местные учебные заведения, то есть постоянно сидел на уроках в школах, давал рекомендации учителям и выступал на совещаниях учителей. Штатный пропагандист был сам учителем для внештатных пропагандистов. Он отвечал за всю их работу в своем районе. Штатный пропагандист вел одну из партийных школ, старался сделать ее образцово-показательной, чтобы на опыте ее могли учиться постановке партийного просвещения все внештатные пропагандисты. Штатные пропагандисты должны были хорошо теоретически подготовлены, идейно-политически выдержаны, иметь опыт партийной работы и высокую методическую и общекультурную квалификацию. И вот так Волобуев в этой Магдалиновке работал штатным пропагандистом 2 года. И в 1933-м, в разгар Голодомора, его переводят в какую-то Васильевку инструктором культпропа райкома партии. Опять же написано в Днепропетровской области, но Васильевок тут несколько, и даже гадать не будем, какой из них теперь уже Карпо Родионович мог быть инструктором райкома партии. Сначала как инструктор культпропа. Культпроп райкома – это партийный работник, занимающийся агитацией и пропагандой. Но через год становится просто инструктором райкома партии и 2 года находится на этой должности. А инструктор – это было очень приличное, хотя и хлопотное местечко. За него шли нешуточные подковерные баталии. Основная задача инструкторов райкома партии – помогать первичным ячейкам вести партийно-организационную и политико-воспитательную работу. Это официально. А в реальности все райкомы были зациклены на хозяйственных вопросах и показателях. И в кабинете секретаря райкома часто проходили разные хозяйственные совещания, и туда приглашали инструкторов. И после совещания всех инструкторов рассылали по колхозам, заводам и фабрикам, нагружали их всякими заданиями от всех районных учреждений, и от финансового отдела, и от земельного, и троисполкома. Одни просили собирать сведения о выполнении финансового плана, другие о мясопоставках, третьи о снегозадержании и так далее и тому подобное. Но Карпо Волобуев прошел и этот путь и удостаивается продолжения образования на годичных курсах марксизма-ленинизма в Днепропетровске.
где он весь 1936 год и отучился. Лекции читали в доме Пчелкина, всех жильцов из усадьбы отселили и в шикарном купеческом особняке провели ремонт, уничтожили при этом часть комнат. Это чисто по-днепропетровски. Тут уничтожить историческое здание, расплюнуть. Зато создали в доме Пчелкина лекционный зал для курсов марксизма-ленинизма при обкоме КПБУ. И вот приблизился зловещий 1937 год. Грянули репрессии и трудные годы Карпо Волобуев, член ВКПБУ с безупречной советской репутацией, успешно пересидел в селе Куйбышево, сейчас это Каменка, где получил свою первую начальническую должность – заведующий культпроп райкома. То есть в чем он поднаторел? Культпроповец – это партийный работник, как мы помним, ведавший агитацией и пропагандой. А в ноябре 1937-го Волобуев перебирается в Котовку, где становится, наконец, секретарем райкома партии. И там он задержался аж на 4 года. А надо сказать, что в это волобуевское время Котовка была центром Котовского района, а райком партии большое внимание уделял благоустройству села, охране здоровья, повышению культурно-просветительского уровня трудящихся. К 1937 году село было полностью электрифицировано и радиофицировано. В центре Котовки заложен живописный парк. На Риле оборудован пляж, там функционировала стационарная больница на 40 коек, в которой работали 7 врачей. При больнице действовали амбулаторное отделение, детская и женская консультации. К 1937 году в селе почти не осталось неграмотных. Ежегодно в селе проводились праздники и дни песни, устраивали сельскохозяйственные выставки. Работал сельский клуб со зрительным залом на 400 мест. В общем, было где развернуться. Да и находился райком в приятном здании, знаменитом доме княгини Урусовой, жены Екатеринославского губернского предводителя князя Урусова, которые мотали нервы тоже герою нашего канала и, кстати, тоже из галереи сложных судеб Александру Колодченко из Соленого. Но надо было делать карьеру, и в феврале 41-го Волобуев приезжает в это самое Соленое в качестве главного лица района, первого секретаря райкома КПБУ. А должность первого секретаря райкома – это уже был почти предел мечтаний. Еще круче была должность секретаря горкома или обкома КПСС. Но это надо было выдержать страшную конкуренцию. Вот такая кривая привела Карпа Волобуева в наши края. Как в 1928 он выпрыгнул из кочегаров, фактически без образования, партийную школу не считаем, но, видимо, какая-то житейская сметка у него проявлялась. Не сомневаюсь, что встречался он с Александром Потаповичем Колодченко в Соленом, потому что тот был уже, не помню, директором или просто учителем, но фигура колоритная, поэтому 99%, что они встречались. Так вот, Волобуева впереди ждала, походу, блестящая дальнейшая карьера. Как-то он, наверное, умел ладить с людьми, причем проскальзывала информация, что Волобуев только работал в Соленом, а семья его проживала где-то на Криворожье. Может, люди перепутали Криворожье и Запорожье? В общем, есть неясность в этом вопросе. И вот в июне 41-го камни посыпались с неба, и пришло время их собирать. А Волобуев, по сути, 3 месяца работает в новом районе, не обжился еще. И район непростой. Тут и местные не прочь были бы порулить партией. Тот же Голубь Сергей Демьянович, младше Карпа Родионовича на 4 года и тоже упорно карабкался по партийной лестнице. Тоже заведовал пропагандой и агитацией в районе, а осенью 40-го стал вторым секретарем партии в Солонянском районе. Как мне кажется, непростыми были их отношения. И вот в июне 41-го, не успев обжиться, на новом месте Карпо Волобуев возглавляет этот злополучный псевдопартизанский отряд с Голубом в качестве комиссара. Дальше смотрите первую часть, там все подробно рассказано о их взаимоотношениях и почему они не ладили, и как погиб Голубь, пытаясь партизанить на оккупированной территории.
И, рассматривая поведение Волобуева в этот сложный период собирания камней, можно отметить, что пиковый момент его красивой партийной биографии, способность Волобуева быстро соображать, все-таки взяла верх. Он осознавал весь идиотизм положения своего псевдопартизанского отряда, понимал, что НКВДисты тупо кинули их на верную смерть. А именно он ответственный за этих людей. Ладно, когда армия была рядом, можно было и партизаны поиграть, но когда от отряда потребовали оставаться в тылу и вести подрывную деятельность в Солонянском районе в степных условиях, Волобуев плюнул на всю свою прошлую жизнь, отданную партии, и распустил отряд, сказав им: дальше сами отвечайте за свои судьбы. Хотите домой возвращайтесь, хотите с армией уходите, я вам не советчик. А сам стал бухать, по бабам шляться, тратить партийные деньги, понимая, что ему кобыться, что ему партия распуск отряда не простит. И не простили, арестовали, потом вроде бы бросили на фронт, может даже в штрафбат. А мне запомнился эпизод, как Волобуев и еще 5 отделились от отряда. Хотелось бы знать, конечно, имена этих 5, кто разделял с ним его решение. А 18 бойцов направились в тыл с немецкими мотострелковыми частями на пятах. Но Волобуев их не бросил, а догнал и предоставил машину, а сам со своей группой двинулся в сторону Межевского района на розыске Днепропетровского обкома. Там Волобуева арестовали по приказу секретаря по кадрам Михаила Кучмия. И тут 2 момента. Первый. Те, кто выжили из тех 18, только 1 или 2 вспоминали Волобуева, не с теплотой, а с каким-то более-менее уважением о нем рассказывали. А второй момент о Кучмие, который арестовал тогда Волобуева. Это был Кучмий Михайло Мефодиевич, родом з Романкова. В 51-м его переведут на Волинь, и там он загадочно погибнет при виконанні службових обов'язків. Вот так воспитывала партия, воспитывала Карпа Волобуева, сколько сил положила. Идеолог, пропагандист, карьера, все на смарку. В пиковый момент он плюнул на партию, карьеру и даже на свою жизнь. Канал Ірини Коновець-Поплавської. После войны Карпо Волобуев пропал из поля зрения. Хватились его только в 1953. 20 февраля открыли на него персональное дело, а 26-го закрыли. Наскребли 4 листочка, резюме. После войны в Солонянский райком КПУ не являлся. Из ЦК выслали в Днепропетровск его учетную карточку и партбилет, которые 26 февраля 1953 погасили. А вот новомосковский керівник такого же самого псевдопартизанского отряда НКВД Жученко, который по заданию партии свой отряд угробил, а сам сбежал, и за это советская власть его отблагодарила, улица называла «Пенсия, почет, уважение, все дела». Вот вам 2004 год. Нашла такое видео село Орловщина Новомосковского района. Собрали детей и втирают им о героизме погибших по вине Жученко и Мазниченко. Там есть прекрасный эпизод, где одна умная девочка усмехается, слушая всю ту лабудень. Вот в этой битве партизанской должен сказать, что 83 партизана погибло. А подпольщикам и партизанам очень трудно было сражаться. В любой момент могли ночью прийти, когда угодно расстрелять, убить, забрать. Поэтому вот понимать, что такое подпольное и партизанское движение, надо вдуматься в это и понять. Если вот слышите, где-то говорят партизан, подпольщик, это не простые люди, это очень героические люди. Им, подпольщикам и партизанам, всей нашей родины, бывшей Советского Союза, нашей Украины, посвящается стихотворение. Борьбу вели, помня, что гестаповский глаз всегда был нацелен, как дуло пистолета. И все же держались от лета до лета, исполняя свой долг и отчизны приказ. И как сердце сжималось, зная, что друг на допросе. И как горько терять было близких друзей, но оставшийся делался злей и смелей, оставляя следы поездов на откосе. И в Берлине закончилась битва с врагом.
не оголошуючи війни, віроломно, по-бандитському напали на нашу велику миролюбиву батьківщину. 1942 годов. Здесь разрабатывали операции по борьбе с фашистскими оккупантами. Первый – Сташков Николай Иванович, секретарь Днепропетровского подпольного обкома партии. Второй – Жученко Пантелей Яковлевич, командир Присамарского партизанского отряда. Третий – Мазниченко Георгий Степанович, комиссар партизанского отряда. Вони боялись зайти навіть в оцей ліс. А партизани отут жили, причому життя надзвичайно ж було складне, тяжке. Зима, мороз, холод, а вони тут проживали і продовжували вести бої і наносити страх і трати фашистам, які окупували нашу територію. Тому це ця земляночка, нашу територію. Дякуючи їхній мужності, наполегливості, хоробрості, наша батьківщина, весь наш народ визволений від такої коричневої чуми, як її називали, німецько-фашистських загарбників. І тепер ми маємо можливість вільно, спокійно жити, працювати, навчатись в нашій вільній Україні. А у Волобуева никто по его вине не погиб, кроме, собственно, комиссара Голуба, который сам подписался идти в глубокую разведку на оккупированную территорию, потому что Волобуев распустил свой горе-отряд еще в начале октября, а эти в новомосковском лесу в окружении до Нового года мерзли. Это вам иллюстрация, кого вам герои навязывают, а вы послушно стоите на таких вот митингах и киваете. А в видео, ссылка вверху, вы узнаете, как все было на самом деле. Вот такая история из нашей галереи сложных судеб. Но были же у Карпа Волобуева какие-то родственники, жена там, дети, может откликнуться потомки их и дополнят наш рассказ в комментариях. Будем на это надеяться.